Это как инстинкт убийцы, понимаете, как инстинкт хищника. Я боец ММА, вы видите жертву, ручку, а это человек боксер, особенно боксер, да, сайдстеп и левой рукой здесь. Вы видите цель, мишень, и вы должны ее преследовать. Прямо отсюда уже бить, но вы должны эту жертву растерзать. Поджимать его, загнать его в ловушку, блядь. Давай сюда, и там уже ее зажрать. Всем привет! Сегодня мы в клубе «Спартанцы». Это лучший клуб по тайскому боксу в Словакии, в Братиславе, поэтому милости просим. И сегодня я вам расскажу о самой распространенной ошибке в спарринге, которая происходит. Я вот уверен, что она у вас происходит тоже, но вы этого не замечаете. Ну, 90% точно делают эту ошибку в спарринге. Друзья, и если вы эту ошибочку сейчас осознаете, поймете, то вы сразу будете побеждать всех в боях, спаррингах, на тренировках, где угодно. Потому что эта ошибка, она, ну, в общем-то, самая такая основная, базовая, тактическая. Это Марсель. Всем привет. Он говорит по-русски, вот, прекрасно причем. Это, ну, талант. Спасибо большое, Максим. Помнишь, в прошлый раз здесь был бой, приходил суперзвезда ММА Томаш Дек. Томаш Дек, словацкий и он представитель. сражался, здесь был спарринг, 3 раунда с боксером. Угу. Вот, и я обратил внимание, что ребята, конечно, классные, там, супер, чемпионы, чемпионские, ну, по повадкам, по всем видно, что хищники, да, реальные, спортивные. Но была ошибочка, которую вот как раз хотелось бы отметить. И снова бой, и снова битва. Они просто вот ходили налево, что называется. Ходили налево друг за другом, вот так вот. Хоровод такой делали. Вот я считаю, что, ну, это как бы не совсем правильно. Неумение резать углы. Неумение резать углы. Называется это резать углы, отсекать пространство, зажимать в углы, поджимать к стеночке, то есть постоянно прессинговать. Сейчас мы с Марселем покажем, как эта ошибка происходит вот в 90% случаев. Ну, начинается какой-то там вольный бой или условный бой, какое-то задание в паре на тренировке, да, или там спарринг такой соревновательный, который мы с тобой видели. Ребята такие подходят, такие там типа здрасте, ага, и начинается бой. Вот они начинают вести бой, там разведка бой, и все пошли налево. И все пошли налево. То есть я налево иду зачем-то, Марсель идет налево зачем-то, и вот так вот мы ходим по рингу, блин. Вот такая херня. Для чего это делается, непонятно. Видимо, это какой-то автоматизм в наших действиях, потому что если я, допустим, работал в правше, точнее в левше, да, у меня была правая нога впереди, мы пошли в другую сторону, да. Тут, видимо, чисто биомеханическая хреновина, что нам легче опираться на ту ногу, которая находится впереди, и мы сюда смещаемся на эту ногу. Ну, такая чисто физика, биомеханика. Ребят, ну это движение неосознанное, поэтому нужно это исправлять. Какие основные минусы вот такой вот тупой ходиловки по кругу? Первая ошибочка какая, Марсель, подтверди. То, что мы просто выпускаем противника, ну, мы его... Из поля зрения. Из поля зрения. Мы не можем к нему подойти, потому что он постоянно уходит. Вот как тут боксер. Только Томаш его начинает поджимать, боксерчик раз, влево и ушел. Томаш такой за ним ходит. Это очень забавно, конечно, смотреть. А нужен просто шаг вправо. Ну просто, все, и отсекается. Все. Отсечь, чтобы он туда не ходил. Таким образом вы поджимаете. Соответственно, первая ошибка, вы просто выпускаете своего противника и не зажимаете его в угол. И не можете, ну, развить атаку и нокаутировать его в конце концов. В чем, собственно, и состоит цель поединка. Что нужно для этого сделать? Смотрите. Допустим, мы с Марселем ведем бой, да? Вот я его поджимаю сюда. Здесь тоже не нужно на рожон лезть, потому что вы насечку получите. Поэтому нужно как бы так издалека начинать вот. Как только начинает туда смещаться, видите, я сюда ему все равно отсекаю пространство. Я делаю шаг вправо, если я в левосторонней стойке. И здесь поджимаю его. Если он сюда уходит, я здесь туда ухожу. Ну, таким вот образом я начинаю постоянно поддавливать, поджимать. Когда противник оказывается в углу, он начинает немножко нервничать. Ну, потому что понимает, что, блин, ему некуда деваться. Он начинает нервничать, паниковать. И это самая фишечка, это самый смак. Он наверняка сейчас сделает какую-то ошибку, потому что он будет сейчас нервничать, волноваться, дергаться, переживать. Как бы неприятно, когда вас поджимают в угол. Соответственно, он сейчас на нас кинется. Вы должны быть к этому готовы. Это первая ошибочка. Что-то есть добавить? То, что необходимо придерживаться темпа своего соперника. То есть ты не можешь иметь разный темп с его ногами. То есть всегда нужно идти за его ногами. То есть если ты упускаешь этот темп, тогда есть огромная вероятность того, что ты меня просто опередишь меня в моем же движении. То есть ты прочитаешь мой шаг, то есть вот мы идем, Так.
Я иду, я смотрю всегда смотрю за вашими ногами, то есть как, и я хочу идти, если вы нападаете на меня, само собой, если нападаю я, тогда ваша задача. Смотреть, то есть быть в темпе с моими ногами и ловить меня. Вот, для этого очень важно, вот я рекомендую смотреть это в центр туловища, вот сюда, в груди, чтобы видеть и ноги, и руки. Потому что если вы будете смотреть только вверх, вы ноги упустите. Если будете смотреть только на ноги, вы руки можете упустить. Очень важно это объемное зрение развивать. Периферийное видение. Вот сюда смотрите в точку, все целиком видите. Вам его лицо и мимика вообще не имеют никакого значения для вас. Значит, первая ошибка какая? Вы выпускаете противника, и он уходит от вас, и вы не можете реализовать свои атакующие действия. Первая ошибка. Почему нельзя ходить по кругу тупо как зомби? Вторая ошибочка какая? Если вы постоянно идете сюда влево, соответственно, смотрите, если он стоит в левосторонней стойке, и у него левая нога впереди, скорее всего, он правша, и у него правая рука сильная, и правая нога у него сильная. Соответственно, если вы постоянно идете влево, куда мы идем? Мы идем на его правую руку, и мы идем на его правую ногу. И он в конце концов нас просто поломает, потому что мы сами туда пришли, сами шли и напросились, короче говоря. Поэтому туда ходить как бы еще и по причине безопасности не стоит. Мы такие ходим влево, да? И я, по сути, сближаюсь на его правую руку. Вот. Ему только остается сделать, просто дождаться, когда я сюда приду. И встретить меня правой рукой. Вы сами себе проблему создаете. Безопаснее двигаться в сторону от его правой руки. Мы встали, я вот сюда немножко смещаюсь. То есть я понимаю, что он правша, у него сильная правая сторона, правая рука, правая нога. Я должен смещаться сюда. Но это чисто из-за безопасности. Но плюс мы еще должны следить за рингом. Если я буду постоянно сюда прижиматься, вот Марсель меня и поймал тоже здесь ловушечку, отсек в угол. Здесь подрезал, все. И здесь он меня взял и расстрелял уже. Значит, две таких вот причины я назвал основных. Во-первых, вы упускаете противника, во-вторых, вы нарываетесь на его правую сторону. Ставьте лайки. Вот, ну и, наверное, самая главная ошибка, друзья. Почему нельзя ходить постоянно в левую сторону? Это аморально просто. Нельзя ходить налево. Потому что это неосознанное движение. Вот это самая главная ошибка. Все, что вы должны делать, друзья, это должны делать осознанно. Не важно, что вы делаете. Тем более, если вы ведете бой, где, ну, как бы, это небезопасно для вашего здоровья и для жизни. Тем более вы должны быть осознанны в этот момент. И если вы просто делаете как автомат, такой зомби, то добра не ждите. То есть рано или поздно это плохо кончится. Теперь, как мы можем это исправить, чтобы не было таких вот дурацких ошибок? Я, допустим, первый номер, я стараюсь Марселя сейчас поджать, да, то есть отрезать ему, отсечь углы, поджать его в угол и канатом как-то его поддавить чуть-чуть. Поехали, да, я вот я начинаю чуть его поджимать, сильно на него не бру, чтобы он мне тут не сбил кукушку. Вот, и потихонечку вот начинаю его подрезать. В моем направлении. Да, вот. Вы всегда, то есть фронтально находитесь к сопернику, стараетесь, то есть если я буду сюда, то вы сразу идете за мной, я уже поменял сторону. Да, вот здесь я не должен его выпустить, когда мы дошли до сюда, боковым зрением, то есть вы смотрите на противника, но здесь задача ваша не только с противником быть, а быть как бы в пространстве, вы должны четко понимать, сколько влево пространства осталось, сколько вправо осталось пространства. Ну, вот смотрите, сейчас я вижу эти канаты боковым зрением и понимаю, что они ближе ко мне, чем те канаты. Соответственно, я слишком далеко зашел. И Марсель может выйти туда, вот в эту дыру образовавшуюся. Поэтому я должен раз туда перестроиться. То есть, чтобы было слева примерно одинаковое расстояние до канатов и справа. То есть моя задача загнать в угол. Вот туда вот я иду. И планомерно, как пастух. Вот, сюда подгоняю. И вот уже человек в углу. Человек в углу, как мы говорим, начинает нервничать, делать какие-то ошибки, делать попытки вырваться или на вас пойти, просто на кураже таком. И здесь вы можете уже его обработать. А как я с детишками отрабатываю упражнения, чтобы они вот почувствовали себя в пространстве нормально, и чтобы они умели выходить из этих. Потому что, в принципе, обоюдное упражнение. Моя задача, допустим, поддавливать. Вы разбиваетесь по парам, там, да, можете дома, на улице, во дворе с ребятами или на тренировке. В пары разбиваетесь, один из вас будет как бы первый номер, а второй номер. Соответственно, он будет реагировать на ваши действия и пытаться выбраться из угла, занять центр. В принципе, хорошая же тактика, да? Занять центр, это же вообще просто святое, да? Занять центр, вы должны быть царь горы, вы должны быть вообще всегда в центре. Нехорошо, не гоже стоять в углу, вот так вот прижимать к стенке, там, как-то это некрасиво даже, да? Поэтому стараемся всегда центр занимать. Разбились по парам и начинаем так, и моя задача его немножко поддавливать, даже можно там без перчаток, без всего, в виде пятнашечек, в виде толчков. То есть моя задача его придавить спиной канатом. Твоя задача не касаться спиной канатов, постоянно смещаться влево-вправо уходить. Вот я вот иду, вот. То есть не лезу на рожон, тут дело не в борьбе, а именно в засекании пространства. Вот, начинаю сюда прожимать, сюда. Вот, пошел. Вот, пошел. И вот пришел. Какая может быть ошибка в самом начале? Это тактика.
Здесь нету никаких там ударов, пока нету. Здесь просто есть ваше сближение, чувство пространства, где он находится и как вы должны его поджимать. Все. Это как инстинкт убийцы, понимаете, как инстинкт хищника. Вы видите жертву, вы видите цель, мишень, и вы должны ее преследовать. Постоянно на него, постоянно на него. Куда бы он ни двинулся. Прям, знаете, как ниточку вы связаны, такой невидимой нитью, которая вот связывает вас. Но вы должны эту жертву растерзать. Загнать ее в ловушку, блядь, в яму, в силки, и там уже ее зажрать. Но, ребят, это упражнение, надо об этом не забывать. Не надо сразу ломиться на рожон. Какие могут быть ошибки при отработке этого упражнения? Человек просто ломится и натыкается на встречные удары и забывает про тактику. Поэтому здесь не надо ломиться, здесь нужно держать свою дистанцию. Если это бокс, это одна дистанция, да, то есть это, ну, примерно дистанция такая, чтобы и я его не достал кулаком, и он меня не достал кулаком. И я мог бы достать его кулаком, только сделав выпад. Если дистанция тайского бокса, она еще немножко длиннее, потому что у нас есть длинные ноги, и мы можем ногами друг друга достать. И мы должны вот на этой границе как бы находиться постоянно. Туда-сюда, чувствовать это. Чуть дальше туда пойдем, нас встретят, и мы забудем про все свои настроения хищника, за то, что мы хотели его поджать. Может, он специально вас туда, кстати говоря, заманивает, потому что бывают такие ребята, волк в овечьей шкуре. Бэм, как дали потом, и все поменялось, тут же сразу, вот, просто обманули, вас просто развели, вытащили на себя, типа, ай, где-то больно, где-то боль показал. Ну, это уже такие тактические ходы. Вот, и вы такие пошли на это, раздухарились и нарвались. По мне это навело тема, то, что вот я видел с Томашем и с тем боксером. Думаю, ну как же так? Ребята же, ну, мастера, видно же. Ну, допустим, я Томаш, да, скажем так. Допустим, я ММАшник, я боец ММА, а это человек-боксер. То есть человек-боксер держит дистанцию, его стезя это бить, уходить, смещаться и в основном ударами действовать. Моя стезя, я могу как бы немножко бить, немножко бороться. И в принципе я не против его схватить, как-то свалить и задушить, и там поломать и так далее. Концепция такая, ММА. Моя задача сблизиться. К тому же Томаш, он же ниже был. Он же был ниже, да, ребята, тут еще зависит еще от роста очень многое. То есть если я высокий, то мне нет смысла туда лезть к нему. Я буду держать на своей дистанции, издалека, там, накрывать его, я спокойно достаю его и выхожу. Это безопасно, это как бы, ну, экономит ваши силы. Но если я маленький, низенький, но мне смысла нету от него бегать. Придется как бы к нему подходить постоянно. Вот Томаш это и делал, по-моему, да, но пытался к нему боксеру подойти. Вот, но когда боксер уходил сюда, Томаш почему-то вот пускал, я тоже за ним по кругу ходил. Там у него были попытки какие-то такие, но, видимо, это не отработано, это нужно постоянно нарабатывать. То есть что нужно делать? Смотри, вот я его поджимаю, вот я к нему иду, вот я к нему иду. И вот только он сюда смещается, я сюда ухожу сразу. Сюда ухожу сразу. Можно здесь даже с ударом уже пробивать. То есть когда человек идет сюда, в принципе, можно ему обрезать угол. А можно, понимая, что он уже это делает неоднократно, ну, пытается сместиться. Особенно боксер, да, сайдстеп и левой рукой здесь. То есть можно прямо отсюда уже бить, уже прямо вот сюда лезть и поджимать его угол, добивать сюда. Либо зажимать его угол, если вы, допустим, у вас, ну, вы видите, бороться, да, вот я раз смотрю, видите, уже угол здесь, да, все, вот я уже здесь, вот здесь. Можно также ударами загонять его, он сюда пошел, не просто шаг делайте, а шаг с ударом, например, да, сюда пошел, тоже шаг с ударом, можно стойки менять, вот просто шаг вправо, своей же стойки. И все, здесь я кинул ручку, оп, и вот я уже с ним. Здесь рядышком ножки выдернул, пожалуйста, боритесь и это самое, уничтожайте друг друга на здоровье. Все на сегодня. Если вопросы остались, пишите в комментариях, ставьте лайки Марселю, мне. Еще раз напоминаю, мы находимся в клубе Спартанс. Это лучший клуб в Словакии, в Братиславе. По тайскому боксу и не только. Я здесь тоже преподаю. Спасибо. Все, всем пока. Смотрите, примерно так начинается. Теперь, Макс, заходи сюда, заходи к нам, приходи к нам. Ну, Прямо заходи, с вами подвигайся. ладно. Так скажи. Примерно это выглядит так. То есть. А работа будет, а следующее видео. Да. Там может быть продолжение потом. Но это очень важный вот момент, то, что сейчас о чем мы говорим. Это будет в начале видео. Страшно очень. Вот. Чуть-чуть, иногда. Немножко. По выходным.